Друзья, всем привет! Я Иман Яскараева, юрист в Дубае, и в этом видео я с вами поделюсь основными отличиями юридических лиц стран СНГ и регистрации юридического лица в Объединенных Арабских Эмиратах. Итак, друзья, самое главное, необходимо понимать различия между регистрацией юридического лица в наших странах и регистрацией юридического лица в Эмиратах. В нашей стране, как правило, вы идете, платите государственную пошлину, даете документы и получаете либо это устав, учредительный договор, если это несколько партнеров, и вы получаете свидетельство о регистрации юридического лица. В этой же стране, буду говорить в частности про Дубай, вы будете получать лицензию. Хочу сразу обратить ваше внимание, что понятие лицензии в нашей стране и понятие лицензии в Эмиратах немножко отличается. Я даже скажу не немножко, а на самом деле очень сильно отличается. Если мы говорим о свидетельстве о регистрации юридического лица, то это то же самое является лицензией в этой стране. Лицензия – это не тот документ, который в нашей стране дает право осуществлять определенный вид деятельности, который требует специального разрешения от каких-либо государственных структур. В Эмиратах лицензия – это и есть свидетельство как таковое на право осуществлять 1, 2, 3 или несколько видов деятельности в зависимости от того, на какую сумму вы покупали лицензию. Лицензия в Эмиратах – это и есть свидетельство о регистрации юридического лица, если утрированно, обобщенно говорить, которое дает вам право вообще работать. Имейте в виду, что если в нашей стране юридическое лицо имеет право в целом заниматься всеми видами деятельности, не запрещенными законодательством, то в Эмиратах вы можете заниматься только тем видом деятельности, на который вы получили согласие согласно лицензии. То есть в этой лицензии будет указано несколько видов деятельности, если это, конечно, не генеральная лицензия, которая намного дороже, которая дает вам право заниматься только определенный именно вид деятельности, который указан в лицензии. Исходя из данного факта, необходимо понимать, что для того, чтобы получить лицензию, то есть право заниматься юридической предпринимательской деятельностью на территории Эмират, вам необходимо будет сразу понимать на рынке, чем вы будете заниматься, потому что самый основной момент ошибка наших предпринимателей, которые получают любую лицензию, потом на практике, после того, как они уже все оформили, оплатили, выясняется, что они не собирались этим видом в принципе заниматься, или они передумали на каком-то этапе заниматься этим видом деятельности. Поэтому, друзья, я сейчас вам перечислю самые основные факторы, на которые вам необходимо обратить внимание перед тем, как открывать юридическое лицо на территории Эмират. Итак, факторы, на которые вам необходимо обратить внимание до того, как вы открываете бизнес в Эмиратах. Первое – это чем вы будете заниматься. На этом этапе вы уже должны конкретно знать, это будет, например, программное обеспечение, разработка, или это будет ремонт компьютеров. То есть вы не можете объединить несколько видов деятельности, а потом заниматься третьим видом деятельности. То есть это очень важный фактор. Также вам необходимо понимать, что на данном этапе будете ли вы арендовать офис, или ваша деятельность в принципе можно осуществлять удаленно, и вам не обязательно для этого иметь склад или офис. Еще один фактор, который необходимо указать и знать до того, как вы собираетесь, конечно, открывать бизнес, это сколько у вас будет участников и какой они будут национальности. И, конечно, один из важных факторов, сколько у вас будет работников, необходимо ли на них нести расходы по оформлению резидентской визы. Самый главный вопрос, который также является немаловажным, это кто будет вашим клиентом, вашим потребителем. Будут ли это люди, которые не проживают на территории Эмирата, это будут государственные органы и учреждения, или это будут частные лица, или это можно в принципе ограничиться одной определенной территорией, вроде как фри-зоны. Еще один очень интересный вопрос, это в какой ценовой категории вы себя позиционируете свой бизнес, потому что на один и тот же вид деятельности вы можете получить лицензию премиум класса и оказывать услуги привилегированной категории населения, с очень сверхбогатыми людьми работать, или же вы будете эконом. Все эти факторы имеют значение, потому что у вас будет очень большой выбор лицензий, который можно будет совершать в каком-нибудь любом ином Эмирате, либо вы будете в самой гуще событий, вот в центре мирового бизнеса. Ну и, конечно, основной фактор, друзья, вам нужно понимать, какие будут потом правовые у вас
обязательства по данной компании. То есть, если вы будете работать с инвестициями, то вам нужно будет согласие Центрального банка. Если вы будете работать с химикатами, ядами, то вам нужно будет согласие соответствующих органов, или это будет продукция халяль. Все эти нюансы вам нужно понимать до того, как вы приедете и открывать бизнес. Одним из больших рисков на данном этапе является, что если вы неправильно открыли компанию, то есть вы на данном этапе не понимали, что потом у вас что-то изменится, или вас неправильно проинформировали, то вы потеряете деньги. Вы не сможете с этой лицензией в будущем работать, и это будет незаконно, и вы будете привлечены к ответственности. Это на самом деле было в моей практике, поэтому это очень тревожный фактор, потому что нужно быть крайне бдительными, крайне щепетильными в вопросах открытия компании. Друзья, всем спасибо, это была Айман Ескараева. Я надеюсь, вам это видео было полезным. Пожалуйста, пишите в комментариях ваши вопросы, ставьте лайк этому видео и всем пока!